Привет всем! Рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Надя, и в этом видео я расскажу вам, как вязать укороченные ряды немецким способом. Для лицевой глади такой способ подходит идеально и может применяться в пяточках для носочков, в кардиганах, в шапочках и даже в пуфах из трикотажной пряжи. Итак, вот у меня небольшая заготовочка лицевой гладью. Давайте я не довяжу до конца ряда 6 петель. Первую снимаю, все остальные провязываю лицевыми и не довязываю до конца ряда 6 петель. Вот. Первый укороченный ряд это будет переход с лицевого ряда на изнаночный. Переворачиваю спицы и смотрите, если я просто продолжу вязать или, допустим, сниму вот эту первую петлю как кромочную, то тогда здесь получится отверстие. Для того, чтобы не получилось отверстие, при укороченных рядах и делают вот такой фокус, который называется немецкий укороченный ряд. Нить перевожу наверх, кладу ее над спицей, снимаю петлю с левой спицы на правую, первую петлю снимаю и дальше, смотрите, подтягиваю рабочую нить. Вот так. Должно получиться 2 петли. Здесь слишком туго затягивать даже не обязательно. Можно, например, вот так вот, только до середины затянуть. И дальше начинаю вязать изнаночными петлями изнаночный ряд. Я вяжу классикой и буду делать переход с классических изнаночных на лицевой ряд в следующем ряду. Для тех, кто вяжет бабушкиными, как сделать переход в немецких укороченных рядах, я покажу чуть позже. Итак, снова оставлю с этого края уже опять 6 петель. Вот они, 6 петель оставлены. Переворачиваю сначала изделие. Смотрите, опять нить накидываю на спицу. Нить должна идти над работой. Вставляю правую спицу в петлю, как будто бы я хочу провязать ее изнаночной. Сбрасываю. В изнаночных рядах, кстати, чаще всего возникает какая-то проблема, какой-то затык. И опять нить подтягиваю. Слишком сильно я не натягиваю. Ну вот видите, она у меня вот так вот, до середины спицы. И снова у меня из одной петли получилось 2 петли. И дальше я опять вяжу лицевыми, потому что ряд у меня лицевой, здесь видно, здесь можно вязать по рисунку. Вяжу лицевыми, и давайте на этот раз я оставлю 12 недовязанных петель. Так, даже нет, не буду оставлять 12, оставлю 9. Вот смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 у меня оставлено было в предыдущем ряду. 7, 8 считается как одна петля, то есть фактически это просто 7, это сдвоенная петля, образующая переход. И 8, 9, еще одну петлю провяжу и снова сделаю лицевой укороченный ряд. Да? Перекладываю нить над работой, перебрасываю петлю с левой спицы на правую и дальше ее вот так подтягиваю и начинаю вязать изнаночный ряд. И этот изнаночный ряд давайте я свяжу бабушкиными петлями, чтобы показать, как перейти с бабушкиного ряда, с бабушкиного изнаночного ряда на лицевой. Итак, вяжу бабушкиными петлями. Здесь буду делать короткий захват. Соответственно, петли на правой спице, видите, они у меня меняют свою ориентацию. То есть вот они классические. Они стоят правой ножкой ко мне, в бабушкином стоят левой ножкой ко мне. И от этого немножко изменится техника. Техника немецкого изнаночного укороченного ряда. Здесь все немножко проще. Нужно просто вот эту петлю перебросить на правую спицу и натянуть вот так на себя. И дальше опять ряд лицевой. Итак, как делать укороченные ряды я вам показала. Теперь давайте рассмотрим, как их провязывать, когда вы уже будете их удлинять, да? Когда вы из укороченных рядов будете делать полные ряды. Вот я вяжу лицевыми. Дошла я до первой укороченной петли, до первого перегиба. И просто эти 2 петли провязываю вместе лицевой за переднюю стенку. Поэтому-то мы их и считали как одну петлю. Количество петель при этом не меняется. Да? Было 2 петли, которые мы сделали из одной петли.
И дальше мы их провязали вместе. Вот опять у меня это место. И просто завожу вот сюда. Здесь вот есть ниточка. Вот она, если так расправить эту петлю. Ниточка это здесь есть. Я завожу вот сюда. Вот такая получается загогулинка. И провязываю вместе. Довязываю этот ряд до конца. Так, и теперь удлиним укороченные ряды на изнаночной стороне. Снова кромочную снимаю, вяжу, я вяжу теперь классикой, изнаночными петлями. Этот ряд мне нужно провязать полностью, то есть здесь я провяжу вот эти две свои укороченные петли, раз, два, и довяжу вот до этой точки. Вот дошла я до того места. Эта петля укороченная у меня была бабушкиной, как вы можете помнить, а следующая была классической. Итак, если вы вяжете бабушкиными петлями, то бабушкину укороченную петлю нужно провязать из-под дальней ножки. Вот так, смотрите. Не вот так, так будет не очень красиво. Так не делайте. Вот отсюда вставляете спицу вот так. Там будет нитка. Вот она, эта нитка. Вот под нее и нужно вставить. То есть снова нужно сделать 2 вместе изнанкой из-под. Так, давайте я нить уберу. Из-под дальней ножки. Вот так. Верну рабочую нить на место и провязываю. Вот. Вот теперь петли встанут красиво. Дальше опять вяжу изнаночные до своей следующей укороченной петли. Это была классика. Здесь все проще. Вот опять они 2 петли. И здесь вот так я вставляю нить, вставляю спицу в петли, вот, вставила тоже, и тоже 2 вместе мне нужно сделать. На лицевой стороне особой разницы в рисунке вы, конечно, не увидите, но нужно соблюдать как бы порядок ножек, которые идут у вас в петлях. И если вы делаете бабушкины петли, то делать так, как я показала первый раз, чтобы было красиво. А если делаете классические, то вязать так, как я показала второй раз. И теперь посмотрите, что происходит с лицевой стороны. Отверстий не наблюдаем. Вот было 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот она, это укороченная петля. И вот еще одна укороченная петля. Здесь как бы лицевая гладь сходится идеально. В центре, если считать вот эти косички, их будет больше, чем с краю. И это хорошо видно. То есть, что центр у нас получается шире. Для этого и делается укороченный ряд. А здесь он меньше. И посмотрите, как укорачиваются петли по лицу. Да? Здесь тоже все очень красиво, все идеально. Никаких отверстий, никакой смены рисунка тоже не наблюдается. Дальше можно продолжить, например, вязать просто лицевыми. И посмотрите, какое красивое и ровное полотно получилось с эффектом укороченных рядов. Надеюсь, что вам понравилось это видео, надеюсь, что оно было для вас полезно. Если это так, то не забывайте про свои лайки, подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Спасибо за внимание, пока-пока.